Третий день. А что говорить? Ты сбиваешь меня. Третий день пребывания. Решили пойти в сторону Пицунды, поискать там какой-нибудь супер-пупер пляж. Надо было пойти по этому, по парку. Вон там, по красе. А, да. Запахи. Мимо мусорки не ахти. Да, по улице идем. Почему будем там бродить без навигатора? Я не хочу включать навигатор. А по этой я помню дорогу. В общем, идем мы от Ледзавы направо по дороге. Пицунда где-то там. Только дорога будет петлять. Тут сейчас будет дача. Правительственная сейчас называется. Раньше дача Сталина. Ну, их по России много было разбросано. И в Ледзаве в том числе она есть. Ну, считалась Пицунди в пригороде. Между как бы Ледзавой и Пицундой. Ну, они там как бы поселки между собой. Перехода особого нет. То есть вы не заметите, как вы покинули Пицунду и попали в Ледзаву. Все так, короче, строится. Да, строится. Интенсивненько стали они. Прям заметно интенсивно. А это щитовые. Это у кого денег мало, они с щитовых начинают. А потом уже переходят на вот такое капитальное. Море слева с рощицей. Ну прям дальше. Да. Еще у них такой прикол, у них всегда есть машина с краснодарскими номерами, помимо с абхазскими. Не знаю, что это им дает, но вот часто замечаю. Две машины, одна на абхазских, другая на краснодарских. Дачка правительственная начинается. Заборчик такой, 80-е, в 90-е использовали такие бетонные плиты. Сразу понятно, когда забор реконструировали. Вот нам туда в конец. Ну, когда идем, врублю видео, потому что тут особо снимать нечего. Такой частный сектор. Ну, такое себе. Прикольненько. Но немного экстремально. Вот этот частный сектор. Да я знаю, что это дача, Ален. Это правительственная дача сейчас называется. Или президентская их.
Да, государственная. Дача УЗА. Опа. Ну вот этот забор, это будет большая часть съемки, потому что нам переть до него. Вот еще интересное строение. Сарай с навесом. Какой-то красный дом. Не, он заброшенный. Потому что ступени, глянь, уже там видно, что люди не ходят, там уже трава растет во всю Ивановскую. А кондеры вроде как новые. Или там другой вход есть. Да, наверное, там есть другой вход. Это чисто как это подсохло. Трава выкошена, значит не заросло. Назад запалит рука. Все сдано, кругом людишки хотят отплавать. Ну, тут до моря прилично идти. Ну как прилично, метров 250. Конечно, отель, где мы снимаем, там чуть повеселей. Ну совсем все близехонько. А? Деревянный дом. А это не деревянное, это каркасно-щитовое. Она сделана под сруб, но там нету сруба. Там просто утеплитель и каркас. А тут теплое не нужно. Кухня летняя. Дома есть. Вытяжка показал. Короче, куда-то мы дошли. Давай сюда. В общем, пока мы идем, расскажу, как я добирался из Ростова до Пицунды. Выезжали мы часов 8 вечера. Да, ровно 8. Вот, стартанули. Прям почти минута в минуту. И полчаса мы ехали по Ростову. Это был пятница вечер. Там было какое уже Насилово, Гонялово. В общем, кое-как мы добрались до Ворошиловского моста. Потому что люди были такие уже на нервозе. Это вот был первый участок, как бы. Но полчаса это ни много ни мало. Потом второй участок это был от Ворошиловского, от Ростова до Батайска. И вот после Батайска прям поток машин сразу снизился. И уже было как бы нормально ехать. Доехали мы до Самарского, там Платка. По Платке как бы в начале там ажиотаж такой небольшой. Они что хорошо сделали на Платке, на Ростовской, что ТПАС на всех работает. То есть там, где нарисована рука с денежкой, там могут и фуры заезжать. И как бы быстрее стали машины проезжать. Вот по Платке тоже там километра 2-3, народ рассасывается. И все. И дальше как бы спокойная езда. Справа фуры, слева. Ну, были моменты, где фуры вылазили в левый ряд. Там пытались на обгон идти. У них это плохо получалось. Но это не критично, как бы. Машин вообще очень мало было. Погода была такая, плюс 20. Уже прохладно. И как бы машина хорошо бежит. Я там ехал по Платке где-то 110, да, 120. Она быстро закончилась. Потом начался Краснодарский край. И за Цукоревой балкой
Там заправка франшизная Лукойл. На ней мы это... Ну, это уже где-то мы проехали. Часа 2,5. И мы решили это... Я решил перекусить. Потому что было уже 22:30. И думаю, это перекусим. Чтобы потом уже ночью не хавать. Вот там купил кофе натуральный. Капучино. За 249 рублей. И все, как бы подзарядился этим бодряком. И мы погнали. Это все дача слева. Вот это правительственная. Это вот направление Пицунда. Вот с трассы дорога так идет. Еще там есть дорога. Но я отсюда заезжал. Вот. И значит 22:30 мы снова выдвинулись. Я не выезжал я с полным баком. Вот, и мы поехали. Там потом краснодарские платки. Все вышло нам платные 3 участка. 1 ростовский, 2 краснодарских. 700 рублей. Ну, это самое дешевое для легкового автомобиля. Ну, там, по-моему, до 8 местных. До минивенов. И как бы спокойная езда была местами. Правда, освещения не было на дороге, но было хорошо то, что это разметка была видна. И как бы в таком режиме, где-то 100-90, я особо не топил, потому что мы как бы, ну, едем отдыхать. Народ, конечно, там летел, обгоняли, ну, как стоячего. Но они потом все, правда, на серпантинах этих, которые гнали, сдувались. Вот. И ехали. И первую заправку я сделал перед горячим ключом. Заправляюсь я стараюсь на Роснефти, на подсолнухах. Ну, не знаю, меня устраивает. И ценник нормальный, и топливо хорошее. Там тут как бы Ростов, Краснодарский край, Роснефть, топливо нормальное. Чего такое? И перед горячим ключом, вот я залил 19 литров. Где-то от Ростова до Пицунды 660. Вот, залил 19 и дальше мы поехали. Как бы все было гладко до горячего ключа. Горячий ключ нормально проехали, там ни пробок, ничего. Просто там сужение сильно. В обратную была пробка, а в направлении как бы юга, туда моря нет. И вот перед Туапсе там наступает вот эта вот жесть. Потому что там начинается уже как бы эти серпантины. Если от горячего ключа до Туапсе там еще как-то ехать можно нормально. Ну, 80, 90, 70. То перед Туапсе там повороты такие почти встречаются почти по 360 градусов. И вот этот участок, на него уходит 5 часов, да, для Туапсе. И за Лоу я еще раз один заправился на 16 литров. В принципе, мне вот 35 хватило от Ростова до сюда доехать. Где-то вышло 6 литров на сотню. А может даже и меньше. Вот. Здесь заправка была на границе. Цена на Роснефти на 7 рублей дороже. В 2018 году было на 2 рубля дешевле. В том не помню году. Тоже мы тут были. Парк какой-то разбит. Тоже мы его проезжали. Ален, хочешь пойдем на дорогу, на тротуар? Да, или по парку, вот точно. Тоже живописный вид. Сейчас. Что понравилось, много разметки стало видно, когда ночью уедете. И
нет столбов освещения. Вот разметка сильно помогает обочину видеть. Какой-то мемориал. Ну да, ну воевали люди, я понимаю, просто... Подожди, мы там могут тут спуститься. Куда спуститься? Там ты не пройдешь, там все закрыто. Ну хорошо. Где-то мы прошли минут 10. Шуруем дальше. А там есть интересно выйти? Ну, ты через заборчик перелезешь. Чего тут его лезть? Он без колючей проволоки. Вот такой вот, как бы, небольшой ракурс, как добраться. Так что, если вы выдвигаетесь, будьте готовы, что Туапсе Адлер 5 часов. Ну, а за Сочи там через тоннели обводная Адлера. Там как бы по тоннелям 90 можно гнать. Народ больше местный гонит. Скорость я не превышал. Потому что, ну не знаю, я не понимаю, зачем на отдыхе куда-то стараться лететь. Не, алло, надо... Куцый парк закончился. Через забор, я не буду туда идти. А вот калитка. Ну, хорошо сделали. Придумали. Через забор. А ты уже готова была, да? Штурмовать. Хочу обратно. Да идем по тротуару. Вот тебе, чем тебе не устраивает? Что ты туда ломишься, в эту траву? Нам идти, ну вот там, не знаю сколько, на метров 500. Сюда, вдаль. Какое-то ответвление дороги. Ну туда мы не пойдем. Ограничение 40. Алена, больше 40 не беги. Нельзя. Да, тротуары и дороги тут. Согласен. Тротуар стрёмный. И не шли, спотыкались. Это все дача. Вот идем мы вдоль этой дачи правительственной. Там, конечно, красота, но туда нам нельзя. Заборчик. Ну ничего. Мы природу видим. Все такое источает ароматы, сосны, хвойные. Серёг, помидоры вон. И чё? Это нонсенс. Представляете, тут растут помидоры. Вот это да. Вон они. Это вот старые дома такого барачного типа на двух хозяев. Растаможки у них нет. У них 10 тысяч, по-моему, была растаможка с любой машины. 10 тысяч рублей. Тачки хорошие ездят. Ну, правда, почти все праворукие, но хорошие. Да, японцам, австралийцам удобно приезжать, англичанам. Переучиваться не надо. Полиции, ну, у них, наверное, милиция, ДПС. У них такого нет, у них кругом лежачие полицейские и ограничения. Ну, хоть знаки стоят, что ли, этот, что труханет машину. Частный сектор. Идем справа частный, слева государственная. Под ногами коровьи взрывпакеты. Зато воздух. Да. Проход запрещен.
А чё он запрещен? Еще такая тенденция заметил в Абхазии. Люди делятся, автолюбители, на 3 категории. Те, кто ездит на Меринах, ну любые там, постарше, помладше. Ну, тут климат как бы позволяет, они практически, ну, внешне идеально, если без аварий. Вот. То есть первая категория на Меринах. Вторая категория это Lexus и Camry. И третья категория это вот эти минивенчики праворукие. Маршрутка вообще лежачая игнорировала, просто прошла. Больше скорость, меньше ям. Зеваю. Дошли мы до поворота, эти 500 метров. Это где-то мы уже минут 15 телепаем. И это вот как раз расстояние между Пицундой и Лидзавой. Вот сейчас начнется справа роща. Это все кирдык, село. Село закончилось. И там будет расстояние уже такое, типа. Вот люди тут отдыхают, я не знаю, как они идут на пляж, тут только ехать. Задолбишься ходить вот туда, в ослепительную даль. Так, ну нам еще идти много, поэтому прервусь. Да. Был фильм «Я легенда», когда он один остался на планете. Вот это место, где, видимо, съемки проводили. Ни хрена все такое. Джунгли. Мох. Все, Ален, если сейчас увидят, тебя штрафуют. Ты заповеднику вред нанесла. Я сдам тебя, да. Если они мне пообещают 5000. Хотя бы рублей. Бегают люди, он бежит. Деваха. В желтом. В оранжевом. На оранжевом. Это у них дворник. Нам вот туда и налево. Ну, прямо и налево еще, до баннера. А это все дача. Вот идем вдоль дачи. Ну, это мы покинули село и не дошли еще до Пицунды. Поэтому мы рано утром по прохладе. О, бамбук какой красивый растет. Там какие-то хозяйственные постройки. Сделали красиво, и чтобы туристов водили, как вот этот вот в заповеднике, да, можно было ходить, смотреть. Деньги бы получили. Угу. Тогда начнутся шашлычные. Нет, ну как Потом бы, там гостевые домики, потом это все повырубают, не, построят ну, бани. Ну в Архизе же ничего не повырубали, так и ходят люди в заповедник. В Архизе там написано, на машинах нельзя заезжать. Они ездят рафтинг, там этот, не рафтинг, а как он там, джипинг, блин. И все там выкатывают машинами. Потом масло там начинают менять. Да ну это фуфло все. Вот как есть, так и есть. Ни хрен там людям лазить. Это заповедная зона, пускай будет закрытая лучше. Человек все уничтожает. Справа собаки гавкают, мы туда не пойдем.
Еще такой прикол в Абхазии. Собаки стаями гуляют. Причем породистые. Да, есть бывают породистые. Да не бывает так все пород. Лабрадоры, овчарки. Да, но стаями. Опасно. Блин, не, фу, слава богу, я думал, в кучку наступил. Ну почти мы. Почти, где-то близко, где-то рядом. Нет, Сейчас. нет, еще один. Да, там еще один будет. Да. На машине-то, конечно, кажется быстрее. Пешкадраном не особо. Дошли до Пицунды, вот эти многоэтажки. Это еще. Море там, правильно? Да, море слева. Вот эти девятиэтажки, это еще давно построены. В 80-х, я думаю. А мы все идем. А нам прямо и налево. Там вроде симпатичный пляжик будет. Еще один такой живописный отрезок. Все равно вдоль дачи идем. И вот нам там вон вдалеке фонарики горят. Вот автомобили за автомобилем. И там уже налево проезда не будет. Там нельзя. Там пропуска, по-моему, 500 рублей стоит. И там можно к морю пройти. Справа что-то такое непонятное, заброшенное, с заборчиком кирпичным. Птички чирикают. Цукаты там цокотят. Запахи от природы, конечно, тут умопомрачительные. То мусоровоз на аварийке. Влажность такая хорошая. В тени хорошо, на солнце лучше не попадать. Сейчас дойдем вот до забора деревянного. Интересно, что там вот здесь. Хотя это мы проезжали, но так уже из последних сил. У меня 12 часов ушло нон-стопом. Ничего, что-то будут строить. Отель очередной. Субтропический климат, это все-таки хорошо. А тут вообще живописно. Чуть не забор этот страшный. Но к морю только туда ходить. В Ледзаву только ездить. Потому что отсюда переть, как мы, это мы так, утренняя пешая прогулка. Чтобы это растрясти калории. Потому что 2 дня шашлык есть, это такое. Удар по организму. Не выкинешь, жалко мясо. Везли. Да и вкусно он, зараза. Так, дойдем до шлагбаума, там дальше продолжу съемочку. Дошли мы с села, и вот поворот направо, там КПП и пляжи, гостиницы. Но там вход был платный. Как бы говорят, денег дайте нам. Но мы не дали. Решили найти проход к пляжу. Пляжи слева. Это мы уже в Пицунде. Чтобы это, просто выйти на пляж там. Один раз окунуться. Снять видосик. Вот столовка. Гостиница какая-то закрытая.
А то там с нас деньги требуют, а мы зажилились. Почему? Мы сейчас еще... А мы через КПП пошли, нам говорят, дайте денег. Да, 50 рублей. Да нафиг, 50 рублей, это целое мороженое. Легче в дырку зайти в грязную. Здесь просто вот если живешь здесь ближе, а потом все равно ты раз ты выпустишь. Живешь здесь? А что там? Там же Пицунда, там частный сектор. А вы где живете? Да мы просто... Мы в селе живем. Мы просто решили туда, в Пицунду построить. Но в Пицунде там только у отелей выход на пляж, а остальное надо телепать. Не, мы просто сняли там, где сразу выходишь и туда. Короче, идем партизанской тропой. А так бы пил бы, если бы людей А прикинь, тут ночью так, да, тут? Слушай, если бы людей не встретили, я так бы ходили. Откуда-то узнали, что куда-нибудь. Не, ну да, интересно. Мне нравится. Без Б. С Ростова. А вы не слышите, как мы рэкаем? А вы откуда? Нам даже наш голос Я не слышу. уши режет. Я не слышу. А вы откуда? А, вот сюда. С Вечно-Сибирска. Там холодно. Там снег уже, наверное, лежит. А у вас там помидоры растут? У нас там все растет. А там сейчас жарко. У нас даже виноград растет. Да вы что? Там уже этот... Сейчас климат уже, там уже жарко. Я 15 литров вина делаю из винограда. Молодцы. А как вы делаете? Поделитесь этим с рецептом, а я вам свой расскажу. Ну, я его отжимаю, Иди тогда впереди. Да-да-да. Отжали. отжал, дал отстояться. Не, ну дал отстояться сколько? А сколько там, дня 3, по-моему, или 4. Я уж не помню. Я рецепт записывал. Ну, накрыли крышечкой, я понял. Да. 40 литров, 30-литровую Ну да, несколько раз его это самое перемешиваете. перемешиваю, да. Вот, А потом- почему 3 дня, а не неделю? Не знаю, может быть неделю. Ну, 3 дня, ладно, Ну дальше. ладно, может быть неделю, кстати. Нет, наверное, неделю. Не, я вам точно расскажу рецепт. Да? Да, я вообще такой... Расскажите. Саш, а ты что ты делаешь? Не, а я ж и слушаю, неделю отстоялась. Отстоялся, отцедил, в сок добавляю столько же воды. Но у нас кислый виноград, он не сильно вызревает. Ну, мало сахара в нем, я понял. Глюкозы мало. Поэтому я с сахаром делаю. А зачем воду добавляете? Вопрос такой риторический. Ну это вот именно с... Не, мне просто интересно именно ваше решение. Почему вы добавляете? Очень густой получается. Изабелла, он почему-то вот такой Нет, вот. не очень нет, сочный. половину добавляю. Хорошо. Половину, да, Один к половине. Да. А в ту воду добавляю столько же воды еще, в жмых. То есть я из двух делаю. А, и жмыху вы даете еще раз постоять. Да. А я думал, вы из жмыха чачу. Нет, да ну. Кстати, расскажите, как кофе делаете? Я чачу не делаю, но расскажу. Не, ну чача что, так же стоит. Чача это жмых. Саш, Да, ты перебор. договорил, давай послушаем второй. Не, хорошо. Ну и вот вы сделали 2 емкости в одной емкости, да, один да. наполовину, а в Да, другой, да. можно сказать, четверть Вот, получилось. там на 5 килограмм, на 5 литров 300, сейчас скажу, 300 грамм сахара. Ну это получается у вас полусладкое. Да, ну оно потом, когда выбраживает, оно становится даже не чувствует с сахаром там. Оно, понимаете, оно кислое, кислота забирает сахар весь. Ну сахар, вы понимаете, как сахар дает крепость. Да. Но у меня получается где-то градусов 13-14. Ну получается крепленное даже, можно сказать. Но оно не крепленное такое, но оно и не сухое, да. Потому что больше это уже в вермуты идут. Да. Вот, и я так делаю 3 раза, через каждые 5 дней. Добавляю. И потом в конце уже, когда он у меня отбродился, А вы это его сливаю. водяной запор ставите? да, а как же, у меня... Не, ну есть люди шарик ставят и говорят, что это одно и то же. Не, у меня, кстати, эти самые бутыля, которые крышка такая глубокая с водяным запором. Не, я с водяным запором делаю. Просто есть люди, они говорят, вот водяной запор и шарик с дырочкой это одно и то же. Хотя шарик с дырочкой это вообще не одно и то же.
Шарик с дырочкой, он может сдуться шарик, и туда уже попадет воздух, и уже будет не то пальто. Да. То есть я только водяной запор признаю. Ну, запор я тоже делаю. Да. Я-то сам с Мариуполя. Да я ж не против. Не, я просто говорю, что я тоже, в принципе-то... Не, мы никогда не делали. У меня у родителей растет виноград. Наверное, Изабелла. Вот. Я там его пытаюсь, у них как бы частный сектор у мамы. И пытался чебаками, но не получилось. Он дает такие дикие ответвления. И получилось 3 вида. Там белый, красный и вот этот темно-синий. И как бы, ну он растет, и что с него делать? Компоты, как в советское время. А сейчас это, ну, ни варенье, ни джемы, я не ем. И компоты с винограда тоже не признаю. Еще я отсказываю. Теперь я рассказываю, как я делаю. Давайте. Собрали, Меня Александр зовут. да, Сергей. Собрали мы, отжали без воды. Вот отжали, Я понял. получается у нас где-то там литров 50. Ага. Неделю стоит, через день я помешиваю. Вот неделю она отстоялась, нет, да, неделю отстоялась, потом мы отжимаем, воду не добавляем. Доброе утро. И Купались? Нет, просто гуляем. в чистоган разливаем по баллонам на 3 недели с водяным запором. И Сахар не добавляешь. сахаром я добавляю, он сладкий очень виноград. Я его собираю, знаете, когда? Где-то 14, бывает 21 сентября. У нас сейчас октябрь теплый, прям до конца, где-то до 20 числах октября еще тепло очень. Нет, у нас я в конце сентября уже, у нас уже заморозки. Не, ну я понятно, да, а там-то в Ростове нету такого. Ну. И все, и вот на 3 недели, раз в 3 недели мы его сцеживаем. Ну, То есть ил я собираю. да. Да, и все. И получается через 3 недели, вот на 4-ю неделю уже. Но я ставлю его еще на полгода в погреб. А сахара мы сыпем. Брат себе сыпет, по-моему, стакан на 10 литров. А я 2-3. Получается такое. Ну, за счет... Да, получается полусладкое. Но это потом или в процессе брожения? Не, я сразу засыпаю в да, процессе, да. Потом я не сыплю. Вот я сразу засыпал, и оно бродит. А потом уже само доходит. А я почему? И у меня Но оно смертельное вино. Оно пьется вообще как виноградный сок. Но спать охота после него. Может, у меня брат как-то выпил с тестем. Но они, правда, немного коньяка выпили, а потом 3 литра вина. И все. На сутки их не было. Вот просто встать нереально. Не знаю почему. И вот многие люди говорят, что надо добавлять воду, чтобы она не прибивала. Но она голову не дает. Она дает в ноги. Я именно рецепт вот нашел для сибирского Изабеллы. То есть вот именно для кислого винограда. Я, правда, еще добавляю, покупаю еще виноград. Вот я в том году собрал 1,5 ведра. Ну, у нас один маленький кусочек. Не, у меня у родителей... Ну, я понял, что... Ну, не сказать, что много, но я не могу. У нас чебаки почему-то нет. Ну, жарко очень, надо чаще поливать. У нас летом до 40 доходит. У нас, допустим, дожди лили, как в тропиках. Допустим, весь июнь заливало. Вот такие вот у нас помидоры, огурцы, допустим. Ну, нормально. У нас все в теплице. Ну, у вас теплица, да. Да, мы все в теплице. у нас. Ну, а у нас... Мы в этом году и на улице заливали помидоры хорошо, потому что лето в этом году было очень жарко. Мне 25 нормально, выше жарко. А это у нас месяца полтора стояла 35-37 температура. Ну это ужасно. И у нас лето было последнее. Ну, у нас где-то летом было Ну, вот у нас 38-39. Вот. Нет, снега у нас нет совсем в Ростове. У нас за счет свет пришел такой, что... В общем, дошли мы до гостиниц Пицунды, да, которая видно с села. И тут какие-то эти супер-пупер пляж.
думала, тут песок, а тут тоже. Тут камни будут. Какой пес? Тут песка нет, а ляулю, а не гусей. Как это? Я видела по фоткам, что тут... Да, по фоткам она видела. СССР, возвращение. Все как когда-то. Пойдем. Короче, тех отдыхающих в отеле есть лежаки. Больше преимуществ нет. Да ужас, смотри. Да чё, пляж и пляж, почему ужас? Я, короче, слава богу, мы там, где Да, прямо хорошо. Ледзава прям лучше не придумаешь. Лизала нас. Вот все посмотрели, все вот этот бухту. Да, я сейчас вот там переобую. переоденусь. Хорошо. Не, вид тут красивый на бухту. Не, ну по сравнению с нашим, у нас лучше. Ну, не лучше, нормально, но... Короче, правая окраина бухты. Вот такой, как бы, мыс тут. Пришли мы вот примерно оттуда. Не, даже дальше. Оттуда вот бухты. Вот так все обошли. А вон там окраина другая. Пляж такой тут, как бы широкий. Камни. Заход неудобный, резкий. Еще резче, чем в селе. Пляж не убирают. Почему-то он тут грязный. Там в селе он почище. Ну, окраина, наверное, течением сюда сносят эти палки всякие. Море чистое. Чище, чем на этом песчаном и мраморном пляже. Вид, конечно, тут красивый, но тенька тут нет совсем. То есть тут или жарится. В общем, сравнили мы все. Мраморный, песчаный плохо. О, если честно, отстой, не знаю. Там бы я не хотел ни купаться, ни отдыхать. Это мы в Пицунде. Возле этих отелей. Вход сюда платный, но мы там через какие-то дырки, дебри, огородами какие прошли. Если в Пицунде снимать, то идти до пляжа, ну, с километр. Тоже неудобно. Или в этих отелях у моря снимать. Сюда и с музыкой вот этой тыдыдынкающей. Ну все как бы. Такого тут. Пицунда, ну ничего особенного. Ну, в общем, пляжик Пицунды что-то нам не понравился. Народ все равно в тень ломится. Нам ничего не понравилось. Да. Идем обратно в село. Я скульптура непонятная. Женщина, наверное. Да. Ну вот писька. Или не знаю что. Она несимметричная. Ну, такая вышла. Такую ее мама родила. Несимметричной. Оттуда вот мы пришли. В общем, изведали мы все. Третий день отдыха. Сосны, конечно, это кайф. Такой аромат источает. Да, мы сюда, отсюда откуда валили. Вот там. Ура, выход. Как раз сейчас на завтрак придем. Ля, он хитрый навес себе сделал для машин.
Подстанция такая электрическая древняя. А бог его знает. Быстрее, быстрее. Природа, мать ее. Знаешь, Том Круз? Пописать за 4 секунды. Ну ты что, спела? Да, вообще, отлети, да? А как я отвлеку? Блокбастер. Туда не ходи. Эй, туда не ходи, там снег в башка попадет. Отвлеки их, да. Танцами? Вы вино делаете? Да я не отвлекал того про вино, просто интересно было, что отвлеки их. Да, закрыть глаза. Так, а тут я не помню, развилка была. Не, мы прямо шли без этих развилок. Мы прямо. Да, валить надо. С Пицундии. Пицундия, Бургундия. В общем, от пляжа в Пицунде или через дырку в заборе, как мы идем, это уже метров 300-400. Ну, вот мы прошли уже минут 5, это минимум. Или там через гостиницы есть КПП. Там 50 рублей. А тут на халяву люди сделали в этом в заборе отверстия. И шуруют. Ну и мы такие же. Зажилили. Ну, короче, в Пицунде, если останавливаться, или отели у моря, или пару километров. Ну, километр минимум до жилья. Таких прям супер-пупер гостиниц я тут не видел. Это надо ходить, бродить, высматривать. Пляж не понравился, тени нет вообще. В этом, в Ледзаве, там тенек есть, но мы нашли место. Там причал, и мы под причалом. Там этот причал высокий. И под причал заходим, и там прохладненько. И можно там и купаться, а можно и на солнышко вылезти, кому холодно. В общем, под причалом там поприятней. Жару я уже не могу переносить, как в детстве. Поэтому раннее утро или после 3. В 12 дня я там сидеть не смогу на солнце. Погода 30, но палит так, что... Так, Ален, куда-то мы вышли, не... мы крюк дали, ё-моё. А вот какие гостиницы. Нам теперь направо нам. Там вот... Да, амброзия. А кто ее будет косить? Вот, кстати, к отелю еще какому-то. Ну, тут прикольный отель, глянь как. Рядом с рощицей. Да, только... Не, мы не вообще куда-то вышли, не туда. А хрен его знает. Что-то мы заблудились, заплутались. Вон люди выходят. Блин, яхты там, я сейчас запомнила.
Сейчас будем кричать: караул, помогите. Ой. Ура!